Всем привет! И вновь мы у нас на площадке. Очередной объект. Объект эксклюзивный в Воронеж. Это будет домик. Домик небольшой, но, как я уже сказал, интересный. Отличающийся практически от всех наших объектов. Делать будем его втроем. Я, сын и оператор Черкесов Сергей. Так сложилось исторически, что все команды от нас ушли, остались мы втроем. Никому нафиг не надо вот это вот делать. Всем надо попроще, работягам, чтобы срубить бабла. Вот. То есть, ну, мы не такие. Нам это все не интересно. Нам интересно заниматься чем-то творческим, чем-то эксклюзивным, вот таким вот большими диаметрами. Все это отглаживать, сучочки оставлять все на срубе. Вот. Чем мы сейчас в свое удовольствие и занимаемся. Обучаем подрастающее поколение. Вот, то есть преемственность, я думаю, что должна сработать в этот раз. Вот. А все, кому нужны денежки и меньшие усилия, как говорится, чтобы были затрачены, те пусть занимаются своими делами. Сейчас пройдемся по срубу, кое-какие нюансики посмотрим. Вот. Но, в общем, как я уже сказал, это первая часть дома в Воронеж. Дом будет называться «Волчье логово». Почему так будет называться, посмотрите потом, в следующих сериях, так скажем. Вот. Ну и будем поэтапно двигаться и что-то снимать. То есть так экспромтом будем все это делать, потому что как бы много уже видео было отснято, все подробно отснято, все мы там снимали. Ну и времени, если честно, нет, чтобы там что-то, какие-то еще пособия, какие-то там темы отдельные двигать. Вот. Просто вот что как бы делаем, то и будем снимать. Сергей расскажет про резьбу, что-то там еще, как он видит вообще нынешнюю обстановку, этот дом. Вот. Ну, в общем, попробуем охватить состояние дел. Вот. Ну и процесс, который сейчас происходит у нас. Погнали. Сейчас я специально встал с этой стороны. Здесь такая стенка, она, ну, как видовая получается, на которой очень фактурно все и необычно. Можно сказать, что такого мало кто делает, и
и у нас на площадке такого не было, потому что добиться от рубщиков, чтобы они не сбривали все эти шишки, когда они делают эти пазы, ну, нереально. Они постоянно стараются упростить себе работу. А это самая красота. И вот сколько лет я уже занимаюсь этим, и такого еще не видел. На самом деле, вот сруб, что это такое? Это архитектура, диаметр бревен, порода, ну, сложность соединений, вот эта вся Канада появилась с затесами. Ну, какие-то еще составляющие начали появляться, как резные комли. Как бы вроде и все. Все, вот это и есть сруб. А тут вот оказалось, что еще есть куда двигаться. И получается, что вот эта линия паза, вот эти шишки, то, о чем я начал говорить, они еще больше украшают все, что мы называем срубом. И стена просто вот сама по себе, уже не просто бревна друг на друга положенные, а имеет нереальную красоту. Я каждый день хожу здесь и каждый день не перестаю наслаждаться. И оно реально становится неповторимым, потому что такого второго бревна не будет, будет еще какая-то там шишка другая. И вот они все разные, и вот эти все линии и объемы. Про что я говорю, кто не понимает и первый раз смотрит. Вот эта линия паза, и вот эта шишка, и вот это вот сучок, то, чего все стараются избегать и сбривать. Их легче рубщику убрать и причертить поровнее. Ну там немножко черта там изгибается, но не так. Потому что все эти выкрутасы повторять никто не повторяет. И добиться нам было это от людей очень сложно этого. Вот сейчас мы дорвались до рубки, как Саша сказал, волей обстоятельств, и делаем сами. И вот что получается. Собственно, вот об этом интересном хотел рассказать. И это все будет на видео. Крупники мы снимем, как эти линии действительно украшают стену. Казалось бы, что в ней еще украшать? Бревна на бревне. Нет, вот эти вот шишки, сучки. И причем это именно у кедра, они ярко выраженные. Кто говорит о том, что сосна там тоже так же красиво смотрится, не так же она смотрится, поверьте. Мы рубили уже в 2000-х годах в Питере и повидали этой сосны вот так. И никого еще не было на рынке. Никого. Ну, я как бы не выпячиваюсь, ну, честно. Ну, просто вот кто сейчас в мультимедиа этом пространстве там, можно сказать, набирает просмотры и популярность, слов нету, молодцы, занимайтесь. Но просто тогда еще никто этим не занимался. И поверьте, мы уже сосну рубили, перерубили уже просто вот, ну, десятками эти срубы были в Питере. И такой сосны мы не видели. Ее можно надыбать, ее можно найти, и можно этим заниматься так же, как из кедра найти эти сучки в сосне, но это сложнее все. В основном она такая не фактурная, не без таких шишек. Так вот, кедр отличается на самом деле. И из лиственницы мы рубили, очень много рубили, десятки срубов. И есть чем сравнить. И она так тоже другая. И вот кедр, он все-таки вот это вот все у него есть, эти шишки, фактуры, и, конечно же, ну, он выигрышно смотрится. Все равно, если, конечно же, кедр уйдет из оборота, и мы не сможем его покупать, мы будем из сосны делать, и будем ее хвалить, и будем находить эти шишки там. Они будут красивыми, эти стены, но все равно это не то. Это, поверьте, не то будет. Потому что здесь это вот такое многообразие. Они либо сучками, либо наплывами какими-то, либо там наростами. Вот это все у кедра. И сам цвет, у сосны тоже красивый цвет. И у лиственницы красивый. И все это я делал. И в большом количестве, поверьте, делал. 300 кубов дома были уже 15 лет назад они были. И диаметры большие были. Вы просто многие не знаете, кто как бы на рынке, что в Питере все уже норвегами просто было, все это воплощено давно. В 2000-х годах работало 3 площадки норвежских в Питере, и мы это все видели. То есть диаметры эти все видели. И есть с чем сравнить. Вот этого цвета, который вокруг сучка, вот сам сучок, его нету на сосне. И поэтому чисто для меня, пока есть возможность покупать кедр, я наслаждаюсь и буду этим заниматься именно в кедре. Вот мне сейчас предложи сосну, не буду я с ней заниматься. Я выберу кедр.
И это не к тому, чтобы нам продать лучше, вот, потому что мы из кедра. Нет, мы переформатируемся на сосну. Ну просто я говорю сейчас вот красивый внешний вид. Посмотрите, полюбуйтесь, пока еще кедр есть, как это все выглядит. Это просто шедеврально. Ну вот. Долго, ну вот об этом хотел сказать. На этом объекте у нас есть такие вот резные элементы. Везде их делать, это нужно вот такие фактурные комли везде как бы выпускать, но у нас их просто нету, это большая редкость. И мы из загашников, поверьте, это вот у нас 5 лет там хранилось, мы это собирали там по крупицам. Вот мы сейчас это все сюда засунем. Да и не хочется их чистить и сделать везде. Ну не хочется, потому что они уже нам как бы даже, ну не знаю, мне вот лично они приедаются. Я не люблю вот все утыканное в камлях, как мы сделали один сруб в Ярославле. Здесь они выглядывают в серединке сруба в двух направлениях. Здесь будет, сейчас вот положим бревно, увидите, и здесь. Ну и остальные тоже, ну по сдержанней. Здесь, значит, я вырезаю. Можно было и оставить, они по сути, ну, как бы красивые. Но подрезая, все-таки вроде как рука мастера, и становится что-то рукотворное, уже выглядит по-другому. И мы выделываемся вот тут вот, придаем эту форму. Что еще сказать? Заказчик еще не понимает и не знает, да и мы сами не знаем, что в итоге получится. Как Александр вот сказал однажды, что говорит, а это путь в неизвестность, это путь во что-то новое. То есть я же не знаю, как он будет выглядеть, да, вот он лежит там в стеллаже, этот комель, а как это все в компоновке со срубом, вот со стеной там, с этим углом, с этим ракурсом будет смотреться, да, оно может быть настолько там как бы необычно, а может быть сдержанно. И еще зависит от того, как ты это положишь, как ты это развернешь. Вот эту бандурку же можно развернуть и сюда, и как-то еще там придумать. И это как бы варианты могут быть более интересные, менее интересные. То есть это все неизвестность. И мы идем туда и делаем вот каждый момент, разворачивая где-то чего-то там, создавая красоту эту. И идешь в неизвестность, идешь и смотришь уже потом на результат. И заказчик не знает, как его сруб будет выглядеть. И когда мы ему звоним и говорим, делать тебе эксклюзив, настоящий такой махровый эксклюзив, кучерявый, он говорит, делать. И вот он сам попал в неизвестное, он не знает же результата. Посмотрит, когда уже сделано будет. И уже придется ему смириться с этим. Либо отказаться от этого сруба, как Александр говорит, заберем себе. Ну, в шутку, конечно. Я думаю, что если человек вырезает волка сюда, он заказал резьбу волка, то он уже ценитель дерева, ценитель вот этого интересного какого-то чего-то там вот в дереве. Ну вот, думаем, что он не напугается сильно. Здесь у нас главный фасад, 4 мощных столба, двухскатная кровля, выносы, мощные слеги. Вот, все это в постенбиме. Далее заходим в дом. Здесь тоже 2 столба мощных. Оконтуривать будут проемы. Вот, большие проемы, такие панорамные остекления. Все. Заходим сюда. Вот. Здесь, как обычно, зал гостевая. Кухонная зона. Протесанная. Диаметры сейчас идут 40. Расклешонки. На расклешонках под 60 диаметр. Сибирский кедр. Канадский замок со скрайбингом. Сейчас завешивание 7 миллиметров. Выше будем подниматься, будем уменьшать. То есть внизу у нас 2 венца 1,5 сантиметра скрайбинга. Вот. Здесь уже будут комнаты, через столбы также каркасы. Здесь столб, здесь столб. Значит, в них будут, видимо, какие-то панельные уже вставлены блоки. Вот, то есть даже пока еще неизвестно, из чего будут заполняться.
Вот, но решение будет столбовое. То есть там будут домкраты стоять, вот, чтобы это все компенсировалось, усадка. Все, вот здесь, видимо, спаленка. Если честно, не знаю даже толком расположения еще. Знаю, что вот у нас здесь будут столбы и каркасные перегородки. Санузел, скорее всего, тоже протесанный вот у нас стена. Здесь второй выход на противоположную сторону. Стяжки для того, чтобы не клюнули наши комли, так как там в разбежку идет хороший остаток такой метровый с камлем. То есть здесь перевешивание. Выходим. И здесь второй вход, крыльцо. Вот, тоже на двух сторонах у нас комли. Здесь поспокойнее два. Были бы в наличии, сюда бы тоже положили. А так, как бы, это, конечно, дефицит. Такие красавцы. Особенно кедры, так как они практически все дуплянистые. То есть мощные деревья. Даже вот секвойи. Я сейчас занимаюсь посадкой. Смотрю там в интернете тоже, если здоровая секвойна, то практически все они дуплянистые. То есть что-то происходит, и дерево выгнивает внутри. Поэтому это дефицит. И выходим сюда. Выходим сюда, на эту сторону. Здесь у нас глухая стена, абсолютно никаких окон, ничего не будет, потому что здесь у нас навес под машину. То есть пару выносов, по-моему, отсюда, там, по-моему, со середины стены, и вот эта крайняя, будет выдвигаться. Здесь два столба, односкатная кровля, вот, и заезд. Сейчас вот здесь у нас на выпиливании палки лежат. Тоже мы видим, вот она, кора, расклешенка. Это у нас угловые, вот эти, как я уже сказал, сильно много у нас этого нету добра, поэтому чисто оформим углы. То есть 4 угла, все с расклешенными выносами. Здесь тоже, то есть оставляем кору минимально, чтобы никто не завелся, но кора у нас здесь будет. Сергей здесь вырезает, вот, но не трогаем природные детали. Обвязка у нас из лафета осинового. 15 сантиметров толщиной, шириной где-то до 40 доходит. Делается для того, чтобы исключить проваливание какие-то столбов. Так как у нас столбы примыкают к срубу прямо, ну типа забирки что-то происходит. И если у нас будет сруб стоять просто на пеньках и какое-то хождение углов начнется, то естественно столбы у нас будут вытаркиваться, куда-то вылезать. Вот, поэтому делается обвязка абсолютно жесткая. В данном случае это осина, лафет мощная. И на него уже потом сруб мы устанавливаем. То есть все у нас будет, если и будет какие-то подвижки будут, то они будут происходить равномерно. Ну, сильно как бы развала какого-то происходить между постенбимом и срубом уже не будет. А вот здесь еще раз просто вернемся, как забыл. Это, в принципе, основная тема такая, почему здесь у нас лежит вот эта осиновая лафетина, осиновая обвязка. Вот здесь столб, грубо говоря, да, то есть представляешь, если здесь у нас просто пеньки, вот он, пенек бы стоял, и мы поставили бы столб. Вот, а там у нас второй столб на углу, вот на этом. Угол уходит, столб этот остается, потому что давление там больше, там стена большая. И все, происходит подвижка. А мы дошли до этого. То есть мы устанавливаем столб, к тому времени у нас угол просел. Все, сейчас это более-менее будет происходить равномерно. Если что-то, обязательно перед постенбимом все простреляем, нивелиром. Если надо, уголки какие-то поднимем. Все, но целостность, она сохранена. И плюс вот здесь. Все вот эти вот торчки, Серега, все торчки, которые у нас выходят, коротыши, пыптики, да, там, скажем так, на улицу, они все подперты автоматом. Вот, то есть вот у нас идет цельная, опять же, лафетина, сюда встанет столб, на одном уровне это все. Вот здесь у нас также вот это нижнее бревно,
никуда не играет. Если было пенек, просто если был пенек стоял здесь, то он бы сыграл. Вот, тоже было бы не очень хорошо. Вот так это все на лафете у нас лежит абсолютно ровно. Вот, то есть дополнительные к чему? Дополнительные усилия, дополнительная какая-то вот эта возня происходит сейчас. Вот, но это все к качеству, это все плюс к качеству, к какому-то интересному дальнейшему развитию потом сруба, когда мы будем собирать его на фундаменте. Мы будем видеть, что у нас ничего не уплыло. То есть как срубили, так и собрали. Плюс он еще сейчас подсаживается. Видно, что уже те 1,5 сантиметра скрайбинга, вот можно посмотреть, которые были, они уже подсели. Вот, несмотря на то, что пыптики оставлялись. Вот, то есть здесь уже вот 5 миллиметров практически осталось. Где-то уже задавилось. Вот, то есть красота. Красота, к чему стремились. Вот, было просто 5 лет у нас такого пропуска. Вот так сложилось просто. Судьба так распорядилась. Вот. Ну, сейчас вернулись к тому же, с чего начинали 6 лет назад. Творим красоту. И стараемся качественно. Ну, пойдем шамбалуху посмотрим. Как Серега окрестил. Вообще мы их называем шибалдухи. Вот. А он говорит шамбалуха. От слова шамбала. Не знаю, такой таинственный город какой-то, по-моему. Там в Тибете. Вот эта палка характеризует. Тоже лежала у нас там года 3, наверное. И сейчас к этому срубу все вот это пригодилось. То есть все достаем, все внедряем, прирубаем. Чтобы больше было природного чего-то, чтобы глаз не замыливался всегда, когда ты смотришь, и все это вот уже комли какие-то, то есть дудки, да, вот, ну, когда комель просто, так скажем, вот даже вот на Латвию вот посмотреть, вот они, идут комли, но он как бы уже не смотрится, что это комель, что это от дерева было, что это прикорневая вот эта вот тема, да, вот она. То есть она просто смотрится как, ну, что-то круглое, торчащее из дома. Вот, а здесь у нас уже вот, то есть акценты расставлены, глаз уже смотрит на резьбу, здесь тоже маленько можно что-то, то есть видно, что витиеватая это какая-то вот фактура. Плюс вот эта шамбалуха ляжет, уже будет более интересно. Как бы человек будет выходить, смотреть, наблюдать, восторгаться, наполняться красотой вот этой природной кедровой. Ну и мы будем вместе с ним радоваться.